Здравствуйте, товарищи! В этом видео мы с вами продолжим серию роликов о сборке моделей, изготовленных из дерева. В этот раз мы разберем сборку, доработку, состаривание и окраску модели тосканской гаубицы XVIII века. Это были легкие гаубицы, перевозимые парной упряжкой лошадей по полю боя. Как и все гаубицы, это орудие не было дальнобойным, но в ближнем бою оказалось смертоносным благодаря своему большому калибру. Его можно было использовать для поражения защищенных целей и, при заряжании картечью, против пехоты, которая, согласно тактике того времени, передвигалась в сомкнутых построениях. Мобильность и простота использования этой гаубицы привели к ее частому использованию на протяжении более 50 лет в различных кампаниях второй половины XVIII века. Набор от компании Mantua оказался очень непростым в работе и не совсем удачным в плане использованных материалов, инструкции и качества металлических деталей. Но обо всем по порядку. И начнем мы с того, что посмотрим на содержимое коробки с моделью. Инструкция в наборе цветная, подробная и довольно-таки понятная. Тем не менее, в ней пропущены некоторые шаги и не отмечены некоторые узкие места сборки. А также, это хорошо будет видно в ролике, инструкция явно от другого набора. Дело в том, что компания Mantua, судя по той обрывочной информации, которую мне удалось найти в интернете, сейчас или принадлежит другой организации, или вообще не производит сама модели. Дело в том, что любые попытки найти компанию через интернет выводят нас на сайт английского интернет-магазина, торгующего моделями из дерева, а не на официальный сайт компании Mantua. Мелкие детали в наборе изготовлены из дерева разных пород и из металла. Согласно инструкции и описанию набора в интернете, все металлические детали набора должны быть изготовлены из латуни. Однако это не так. Все крупные детали, а также, к сожалению, поверхность подставки изготовлены из фанеры. Это очень печально. Набор стоит весьма недешево, и в таких наборах принято, чтобы все деревянные элементы изготавливались из массива дерева, а из фанеры выполнялись только невидимые элементы. Поэтому при сборке набора необходимо будет доработать некоторые деревянные поверхности. Лист фотоотравления также выглядит очень странно и не похож на аналогичный, показанный в инструкции. Например, согласно инструкции, надпись на табличке должна быть утоплена в поверхность. Как я уже сказал, все металлические детали в наборе должны быть выполнены из латуни или меди. Тем не менее, и это хорошо видно на фотографиях, детали, образующие ступицу колеса, грубо отлиты из белого металла. Таким образом, вместо того, чтобы взять металлические детали и оставить их реалистичный металлический блеск на итоговой модели, мне пришлось, в общем-то, заниматься ерундой. Детали ступицы были механическим способом очищены от следов желтого покрытия, затем в несколько слоев покрыты специальной жидкостью для чернения металлов, а затем покрашены при помощи красок цвета латунь и медь, что в результате привело к достаточно реалистичному внешнему виду втулок, но все равно не может сравниться с реальным блеском металла. И это хорошо будет видно в ролике тогда, когда мы доберемся до состаривания и придания более реалистичного внешнего вида поверхности орудия. Аналогичную операцию пришлось проводить и с пластиной фототравления. Однако эти детали не пришлось окрашивать, а медный блеск, который появился в результате, придал модели более интересный внешний вид. Немало хлопот доставила и подставка. Прежде всего, это угловые детали. Они были выточены с очень серьезными и крупными сколами. Для маскировки торцов фанеры предлагается заклеить их рейками, которые довольно грубые и простые. Поэтому я на своей подставке решил выполнить тонкую рамку, используя рейки 2 на 2 мм из красного дерева. Все деревянные детали я буду крепить, используя клей Tite Bond или же специальный клей для столярных работ. Этот клей лучше, чем клей ПВА, соединяет дерево. Отсоединять деревянные детали от рамки необходимо при помощи тонкого модельного ножа с цанговым зажимом. Использовать для этой операции другой нож, особенно в случае фанеры, нельзя, так как деталь может раскрошиться. А зачищать детали от образующихся заусенцев удобнее всего будет при помощи маникюрных пилочек.
о которых я уже неоднократно рассказывал в других роликах, посвященных моделям из дерева. Но и без заусенцев и сколов у этого набора хватает проблем. Например, на листе, на котором располагались внешние детали колеса, у меня шел разрез, в результате чего детали пришлось подклеивать. Таким образом, огромное количество времени вместо сборки пришлось потратить на то, чтобы починить уже готовые детали. Далее необходимо будет изготовить простой кондуктор, который упростит процесс сборки колеса. После чего можно будет перейти к колесу. Обратите, пожалуйста, внимание, что расположение спиц в детали отличается от того, которое показано в инструкции. Причем я бы не сказал, что в наборе детали расположены удачнее, так как перемычки расположены на местах изгиба спиц, и удалять заусенцы будет непросто. Странно то, что в инструкции, которая достаточно подробная, абсолютно не показан процесс установки спиц на колеса. Поэтому придумать, как их установить, мне пришлось самому. В результате я предлагаю такой вариант. Сначала собираем начерно ступицу, не склеивая ее. Затем устанавливаем в получившиеся пазы 4 спицы. Они будут неплохо держаться. После чего получившуюся сборку устанавливаем внутрь колеса и приклеиваем спицы. А затем, когда клей высохнет, устанавливаем оставшиеся спицы. Для выполнения этого шага я использую столярный клей, чтобы спицы как следует держались. Склеить металлические детали можно, используя цианокрилатный суперклей. Однако надежнее и лучше они будут держаться, если их приклеить при помощи эпоксидного клея. Есть разные виды эпоксидного клея, которые различаются прежде всего временем сушки. Для того, чтобы не терять много времени на сборке колес, я использовал эпоксидный клей, высыхающий в течение 1 минуты. Когда колеса окончательно высохнут, их обода можно будет обернуть при помощи металлических так называемых шин. Для выполнения этого шага необходимо будет воспользоваться фототравленными деталями. Фототравление в наборе очень толстое, поэтому я буду откусывать его от пластины, используя кусачки. А удалить заусенцы можно будет только при помощи напильника. Эти симметричные риски нужны для сгибания деталей, которые будут держать металлические ленты вдоль обода колеса. Для упрощения установки элементов крепежа на колесо я буду использовать суперклей. Затем, в заранее подготовленное отверстие, забью гвоздики. Обратите внимание, что дырки, просверленные на колесе, не совпадают с отверстиями на деталях крепления. Но в случае с данным набором меня уже ничего не удивляет. Забивать гвоздики в колесо я буду в следующем порядке. Сначала наживлю гвоздик, используя гвоздарь. Специальный инструмент, позволяющий устанавливать маленькие гвоздики в мягкие породы дерева, а затем забью молоточком. Собранное колесо нужно будет отполировать при помощи мягкого косметического брусочка. В результате металлические детали приобретут красивый медный блеск. Это будет очень реалистично, и материал, из которого изготовлена шина колеса, будет похож на использующийся, но потемневший от времени металл. Как уже было сказано, в наборе почти все крупные детали, и даже некоторые мелкие, выполнены из фанеры. Это же относится и к спицам колеса. К сожалению, сейчас у меня под рукой нет деревянного шпона, нужной толщины и ширины для того, чтобы заклеить поверхности спиц. Однако колеса можно снять с модели. Поэтому, когда у меня такой шпон появится, я обязательно добавлю на колеса соответствующие заглушки. А пока я просто окрашу колесо при помощи морилки разных цветов. Заодно создам необходимый цветовой контраст на модели, которого я хотел бы достичь.
Обода колеса должны остаться светлыми, а спицы выглядеть темными. Для окрашивания деревянных поверхностей я использую, как обычно, морилку на водной основе. При окрашивании данной модели использовались в основном 3 оттенка – мокка, орех и дуб. Затем необходимо будет обернуть металлическими лентами периметр опор лафета пушки. На металлические полосы нанесено чернение, поэтому риски, выполненные грифельным карандашом, будут хорошо заметны на поверхности металла. Для того, чтобы без проблем выполнить этот этап, нужно постоянно примерять деталь в процессе сгибания. Приклеивать металлические полосы на деревянную поверхность я буду, используя жидкий суперклей. Тот суперклей, который я использую в работе, позволит очень прочно соединить детали друг с другом. Некоторые мелкие детали, которые изготовлены из фанеры, будут установлены таким образом, что торец будет виден, так же как на спицах колеса. На одну такую деталь я наклеил шпон, срезанный с ненужного участка листа фанеры. После того, как все небольшие детали и подсборки, которые используются в лафете пушки, будут подготовлены, можно будет перейти к сборке лафета. В процессе сборки все детали устанавливаются сначала на одну сторону, а затем приклеиваются к другой. При приклеивании второй опоры лафета необходимо убедиться в том, чтобы обе опоры были расположены симметрично относительно центральных элементов, а также чтобы в пазы, предназначенные для ее установки, корректно входила деталь, в которой будет расположена ось, на которую будут установлены колеса модели. Далее можно переходить к сборке гаубицы. Ствол орудия изготовлен из нескольких деталей. Я думаю, это продиктовано ограничениями станка, на котором вытачивались эти элементы. Для их соединения я также буду использовать эпоксидный клей. Для того, чтобы отверстие под запал располагалось по центру ствола орудия, выравниваем его, используя в качестве направляющих зубочистки и модельный коврик. Ось входит в положенные ей отверстия в стволе пушки туго. Я решил не рассверливать отверстие и не обтачивать ось, для того, чтобы не использовать клей при ее установке. Также на ствол гаубицы необходимо будет приклеить декоративные элементы как на ствол, так и на заднюю часть, где находится так называемый виноград. Это сферический выступ на конце ствола орудия. И петли, которые использовались для подъема и погрузки ствола. Рымы – специальные крепления, представляющие из себя стержень с закруглением в виде кольца с одной стороны, изготовлены очень неряшливо, и перед установкой на модель необходимо будет поправить их геометрию. Для того, чтобы установить рымы на лафете, некоторые отверстия придется просверлить, а некоторые рассверлить. При этом часть отверстий в лафете уже сделана, вот только они больше, чем рымы, примерно в 1,5 раза. И в эти отверстия рымы придется устанавливать при помощи супер- или эпоксидного клея. На некоторые рымы необходимо будет установить кольца. Часть из них будет использована для подвеса цепочки. К сожалению, в инструкции ничего не сказано о том, в каком порядке и как нужно устанавливать цепочку. Более того, на приведенных в инструкции фотографиях даже не очень понятно, как она должна идти. Поэтому я закреплял цепочку, руководствуясь в основном фотографиями существующих лафетов орудий. Для того, чтобы имитировать банник, специальную деревянную колодку со щеткой на древке для очистки канала артиллерийского орудия от порохового нагара после выстрела. Используется круглая деревянная палочка и отрезок специальной ткани, который я приклеил на суперклей к дереву, затем аккуратно плотно намотал на древко и в конечном итоге закрепил при помощи клея ПВА. Как я понимаю, эта деталь унифицирована в наборах пушек фирмы Mantoya. А вообще, банник цилиндрической формы характерен для пушек. Для мортир и гаубиц он имел коническую форму. Для того, чтобы защитить деревянные поверхности модели от воздействия окружающей среды, выделить рисунок дерева и придать небольшой блеск, все деревянные элементы покрываются при помощи тунгового масла.
Тунговое масло дает прочное, эластичное и очень водостойкое покрытие. И оно гораздо лучше льняного, так как быстрее сохнет и не темнеет со временем. Полностью тунговое масло высыхает в течение суток. По истечении этого времени на собранный лафет можно будет установить гаубицу. Согласно инструкции, рымы в лафет необходимо устанавливать до крепления оси пушки. Однако, так как рымы в наборе имеют неверную геометрию, сделать так не получится. В заключение этого ролика и сборки мне хотелось бы отметить, что несмотря на высокую стоимость набора и то, что вроде бы, казалось бы, деревянные наборы должны быть всегда качественными, этот набор в работе мне не понравился. Более того, в процессе сборки выяснилось, что набор очень непрост, требует серьезных доработок, использования серьезного инструмента, в том числе механического. Поэтому этот набор я однозначно ни в коем случае не рекомендую новичку в моделизме. И даже профессионалу стоит несколько раз подумать, прежде чем браться за подобный набор. В особенности, если раньше у вас не было практики и опыта сборки деревянных моделей. На этом работа над моделью будет завершена. Давайте посмотрим на результат на круговом обзоре. И на этом все. Если ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии здесь и на моих страничках в соцсетях. Для поддержки моей работы и обеспечения выхода новых роликов используйте реквизиты в описании, функцию спонсорства или приведенные ссылки. Большое спасибо за внимание, отличных вам моделей, до новых встреч!